Здравствуйте, мои дорогие. Ну что, сегодня чашечка. Было очень весело, конечно. Я пока несла чашечку к камере. Прошлое просто развалилось на куски. Оно упала на пол тарелочка эта и разбила ваше прошлое. Это к счастью. Тарелка целая, да, но прошлое, смотрите, вдребезги просто рассыпалось по всем кусочкам. На кусочки развалилось, да, прошлое. Не нужно вам прошлое, какое бы оно ни было, счастливое или не очень. Прошлое есть прошлое. Вы отдаете ему дань, отдаете, чтите и перестаете как награждать это прошлое своим вниманием особенным. Но то, что осталось, да, вот эти кусочки, оно только в хорошее должно уже пойти, да, влиять на события оно особенно не должно. Знаете, тут во всех образах идет мне вот какое-то детское существо. И, кстати, то, что было до, да, в тарелочке, я когда так посмотрела, перед включением камеры, того, когда тарелочка упала и разбила это ваше прошлое, я видела ребенка беззаботного, интересного, счастливого, такого, окруженного заботой. То есть тут такой двойной смысл. Либо вы этого очень сильно жаждали, да, вот такого тепла, защиты какой-то. И ваш внутренний ребенок, он проявляется и проявлялся, да, до сегодняшнего дня, например, в том, что вы как-то этой заботы хотели, и вы хотели ее, искали ее где-то от других людей, от родных, от близких, либо от не очень близких людей. Но в каждом человеке даже иногда, да, вот когда женщина нуждается в чем-то, да, она вот буквально в каждом человеке пытается это рассмотреть. Вот. Что я сейчас чувствую и вижу, это то, что вы начинаете над этим очень сильно это как-то вас это разозлило, вот как-то так, да, то есть вы стукнули по столу кулачком и сказали: хватит. Как бы я там не считала себя такой несчастной, депрессивной, да, иногда в какие-то минуты, либо не считал, я хочу, чтобы прошлое перестало влиять на мою жизнь. Спасибо, прошлое, пока, до свидания. Вот так, да, то есть вот что говорило все вот то, что происходило сейчас с этой тарелочкой. И вот эти остаточки, которые остались, они тоже, да, вот образы деток идут, детей, да, то есть ребенка в разных вариациях. Ребенок играется, ребенок причесывается, ребенок бежит на какой-то лошадке, вот, ребенок спит, вот. Это что-то такое, когда вы своего внутреннее дитя не хотите как отпустить, что ли, да, сказать ему, что ты вырос и ты защищен, обнять его и сказать, что все хорошо. Не нужно чувствовать больше вот эту беззащищенность, беззащитность. Ты под защитой высших сил. Успокоить своего внутреннего ребенка. Ребенок вырос. Это вы. Получил посвящение какое-то. Получил то, чем вы сейчас занимаетесь, хотя часто вы можете менять род деятельности или же пристрастие какой-то деятельности. Но вы получили это посвящение. Вам дан в руки был дар, который вы как поцелованная Богом, да, и вы вот этот дар вы не должны, но вы несете его с собой. Что-то не нужно, вы выбрасываете, вы отдаете прошлому. Но то, что нужно, вы несете с собой. Это ваш мешочек, вот как у Шута на карте Таро. Маленькая котомочка, да, с которой он идет, он эту котомочку, этот мешок свой на палке несет в новый мир, рискуя тем, что ничего с собой больше не взял, чем какое-то что-то очень даже, казалось бы, ненужное, что там может поместиться в этом свертке. Здесь могло быть
что-то такое, когда вы то ли видели, то ли взяли где-то совсем из прошлых жизней. Тут какое-то воспоминание о неприятное воспоминание очень, какое-то насилие, что ли. Или это было, может быть, когда-то давно, в прошлых жизнях. Очень сложный такой момент нарисован, не буду я на камеру говорить. Вот. Ну, вы поставили крест уже. Вот вы поставьте крест. Кстати, это может проявляться внутренним ощущением дискомфорта ужасного, когда вы что-то слышите, вот, связанное с этим. Очень, очень странный дискомфорт внутри. Когда вы слышите об этом где угодно, в новостях, может быть, либо от друзей, какую-то вот что-то информацию вы принимаете, вы понимаете, что у вас внутри очень ужасное чувство. Это что-то из прошлой жизни. Так, давайте, хватит разбираться в этом прошлом. Благодарю, оно специально разбилось, а мы ему посвятили 6 минут. Так, да, кошка. Так, что будем смотреть? Итак, наша чашечка и будущее. Ну что? Тут попытки создать дорогу в ближайшее время, я вижу. Но оно как-то откладывается на будущее, что ли. Вы ходите вокруг. Так, давайте смотреть. Все, что вас очень сильно касается. На вас сейчас смотрит ваша какая-то мечта. У меня тут Эйфелева башня, она очень часто проигрывается, ну вот просто, да, вот как отыгрывается, как будто бы желание, да, которое вы хотите исполнить, и это что-то такое по кругу, вы как будто бы... Тут какая-то есть хитрость, идет что-то по кругу. Вы переворачиваете это желание. То есть оно вам не нужно уже. Вот то, что вы хотели когда-то, оно вам не нужно. Идут буквы P или R, P, да, если латинская, или R. Дальше. Да, вот просто четко идет буква Р или П. Английская. Видно вам, да? Вот она. Вот это Эйфелева башня, перевернутая. В общем, тут интересные моменты. Так, вижу кошечек здесь. Ай-яй-яй. Ну, кошечки это хорошие существа, да, но часто они показывают появление в вашей жизни людей, тем более они здесь такие хитренькие, скрытые, как будто бы не ваши люди, не нужны они вам. Одна прям несет вроде как вам с добром, с душой, с таким вот, и вам так кажется, что такая хорошая, либо такой хороший человек, но в голове какой-то странный план. Какой-то странный план на вас. А что она хочет? И что это такое нам показывает? Сегодня взяла вот эту колоду. Что это там такое? И причем это ближайшее будущее. Так, смотрите. Это какой-то человек, это все-таки мужчина. Мужчина, который сейчас в тупике находится. Мужчина, который вам нравился когда-то, либо вы его даже любили. У него сейчас очень сложная ситуация. И у него какой-то план созрел. Ну что-то такое. Что это еще? Давайте, с чем он идет к вам? Он готов сражаться за вас, он готов что-то начинать, но посмотрите, в какой он энергии идет. Его злит что-то, его что-то так разозлило, и он от бессилия уже губу закусывает и не знает, что делать. Тут довольно-таки мелкие, да, вот идут арканы на то, что он может вам дать. Да ничего, он идет со своими
хотелками какими-то. Да, он вам, ну, это любовь ваша прошлая какая-то. Да, это прошлая любовь. Что-то было судьбоносное, вы прожили какой-то период вместе с этим человеком. Так, ну, либо очень долго общались. Вот этот человек появляется в вашей жизни. План у него, хитрый какой-то план. У него просто же в жизни какой-то тупик, и он этот тупик хотел бы как-то решить, что ли, за счет вас. Да, за счет ваших, не знаю, денег придет просить, боже. Вот такой вот. Либо сказать, что он не готов с вами расплатиться. Видите, не могу, не хочу. Короче, ситуация связана с деньгами. Будет хитрить. Ну, смотрите, по кошечке, конечно, это хитрость. Здесь все-таки человек может и иметь эти деньги, но не отдавать, если он вам как-то задолжал. Ну, может быть, муж, алименты, тут всякое может быть, потому что там видно, ну, показано, прям такая судьба была. Так, это то, что главное. У вас прямо на ручке идет вот именно какая-то, вот на ручке, это то, что касательно, на ушке, да, чашки, касательно вас, там вот реально буква Р. Что связано с этой буквой? Это все что угодно может быть. Связано с вашей мечтой. С вашей мечтой. Вы как покоряете свою мечту и понимаете, что, ну, то ли она вам уже не нужна, то ли вы покорили и пошли дальше. Новый круг, новый виток. Это то, чем вам нужно будет заняться. Это очень важно. Это на будущее. Р. Что там на букву Р? То, что будет в вашей жизни присутствовать. Очень важно. Это может быть там имя человека, это может быть род какой-то деятельности. Это что-то такое, может, город, да, в котором вы будете жить. Так, еще на будущее я смотрю. Много здесь вопросов будет решаться. Вы свой носик будете, ну как, поворачивать, держать по ветру и стараться уходить от каких-то острых ситуаций. Это на будущее. Вы сейчас колесите, вот как будто бы тут показано, что вы переезжаете. Здесь движение идет, как колесить по миру, что ли. Ну, наверное, это что-то Европа все-таки. Угу. Есть тут все-таки в этом вашем движении невероятная тишина какая-то, да, то есть вы спокойны, вы умиротворены. Это вы понимаете, что туда, где было раньше, вы вернуться не можете. Что-то переворачивается там, очень страшные события какие-то вас туда не влекут. Все, что появляется, дорогие мои, в вашем пространстве, оно появляется не просто так. Все, что мы видим, все, с чем мы контактируем, это появляется для того, чтобы получить нашу любовь. Как мы проявим ее, конечно, зависит от нас. Буква Л, X или Л, значит X, или же Х. Что еще? Да, здесь движение, здесь кораблик, здесь участие какого-то человека в вашей жизни, который несет вам подарки, цветы.
Вы окрыленная, любимая. У вас есть какая-то опора и крылья одновременно. Мужчина вас буквально поддерживает в чем-то. Что-то, это могут быть деньги, это могут быть какие-то, ну, реальные поступления от него, это могут быть в то, в чем, вот где вы нуждаетесь в поддержке, он вас держит и дает вам крылья. Вот я вижу мужчину сильного. Кто он вам такой? Давайте здесь посмотрим вот на этого мужчину. Рыцарь жезлов. Этот человек может быть очень активным и моложе вас, либо одного с вами возраста, но очень энергичный, готовый на какие-то подвиги, буквально подвиги ради вас. Именно ради вас, не ради себя, а ради вас. Что это за мужчина такой? Очень сильно к вам тяга. И посмотрите, он видит в вас такую женщину, которая достойна руки и сердца хорошего какого-то мужчины. Он к вам мог приходить во снах, посмотрите как. Либо вы к нему ходили в сон, либо он к вам приходил во сне, вы там встречались во сне. С кем вы там встречались во сне? Ну, две души как-то, да, были там. Ой-ой-ой. Когда было больно, он мечтал о вас. Вы о нем. Вот такой вот мужчина. Это может быть образ человека. Вот реальный образ человека. Когда вы хотите, уже устали от прошлого, да, забыли, и тут вы ощущаете, что вот такого человека вы хотите. Это прекрасно. И он тоже чувствовал. Посмотрите, новый путь, новый этап вас как любимой женщины. Так, но мне вот этого шута хотелось бы объяснить. Нет, здесь очень серьезное отношение мужчины к вам. Очень серьезное отношение. Он сказал, сделал. Человек слова идет. Человек слова. Не просто шут-дурак. Нет, это новый шаг мужчины, который держит слово. Ваша энергетика очень влияет на то, что происходит в вашем окружении. Очень влияет. И то, что было ранее, это было, видите как, это было вот какой-то тупик, это были постоянные выяснения отношений, и странные мужчины вам вообще попадались. Но сейчас, смотрите, выравнивается ситуация. Мужчины начинают засматриваться на вас, боятся потерять, понимают, что вы ценность и так далее. Буквочка А идет еще мне в чашечке. Вы эту А хотели достать, вот, но она такая мелкая, прям имя идет А, большая, и буква, вторая где-то, я не понимаю какая, потом М, Е, четвертая, вот, и третий, ну, в общем, 4 буквы пока вижу. Ну, и что-то такое, вроде как еще продолжение есть, вот такое, то ли это слово. Угу. Вы как тянулись к этому. И что здесь? Давайте посмотрим, что это такое, о ком нам говорят. И о ком нам говорят. Что там нам хотят сказать. И причем это где-то, ну вот, не сейчас, это будет немножко позднее, где-то может больше месяца, так точно. Кто это? Так, тут был такой момент, когда отошли от развития отношений, и вы могли расстаться, либо долгое время не общаться. Но посмотрите, здесь как раз вот этот рыцарь жезлов, он и проявляется. Это тот же самый человек, о котором мы говорили. Он не выдержал. Держал в себе, выплеснуло, наконец-то. Без вас он какой-то не тот. Да, это все о той ситуации, о которой говорили, да, то есть во сне приходил. Вот. Здесь все-таки вы знаете друг друга. Был уход, было куда-то я иду в лучшее, либо я иду туда, куда мне надо. Ну, в общем, отворачивание было, но в итоге почему-то какой-то сложный путь его приводит все-таки к женщине, которая ему нравилась ранее. Что-то у него в жизни там
пошло не в ту сторону. Да, с новыми чувствами, несет кубочек, хочет к вам, будет вам сердечки дарить, говорить о потенциале отношений, хотел бы все-таки роста в этих отношениях. То, что я вот читала, это может быть, опять же, название города, возможно, какой-то ваш там пароль, слово какое-то, да, то есть то, что связано с этим человеком, вот о нем сейчас была речь. Может быть, имя его, если у кого-то так. Он вам на голову будет надевать корону. Но это не совсем корона, как королевы, он будет вам льстить. Ему как кто-то подсказал, что ли, или он какой-то знак получил, но знак получает вроде как от животного какого-то, не от человека. Хотя, может, это друг, ну, прям такой какой-то хороший друг. Или же у него есть какое-то животное, что-то ему подсказало. Ого, как его задело. Ой-ой-ой, там какой-то обман вскрылся. У него в жизни показано, что какой-то обман вскрылся, и он закончил, решил проявить себя как осознанного какого-то, как будто проснулся от какой-то спячки магической, просыпается, защищается. Видите, тяжело ему, но он встает как-то, да, из колен, идет. Что это у нас за семерочка мечей? Ну, видите как, я же говорю, что вот надевая вам корону, он еще немножко так просто, ну как, льстит, по большей части льстит, чем действительно хотел бы что-то серьезное. Но с чувствами идет. Вы ему нравитесь. Он сам по себе еще как одиночка все-таки. Одиночка, которому время должно показать, что там будет дальше. Не готов к сильно серьезным отношениям, да, поэтому и показано здесь не королем, да, не императором, там, еще там каким-то там магом именно здесь на этапе проявления к вам. Он маг, пока проявляясь к своему миру. Он как выходит в новое и к вам проявляется. К вам проявляется, но не совсем с такими четкими действиями, там, например, женюсь, расписываюсь там и так далее. Нет, здесь идет рыцарь, готовый на подвиги ради вас, но не готовый дать больше, чем он может. Вот так вот. Что это у нас? А вы здесь кого-то поддерживаете, я так понимаю. Еще показана женщина, которая поддерживает какого-то ребенка на руках. Но этот ребенок как взрослый растет, и она его так на ладонях подталкивает вверх для роста. И он что-то начинает творить, что-то творит. Этот ребенок свое что-то творит. Вы даете крылья ребенку этому, да? Свои, правда? Ну, верите в него. Опять же, мы ведь разного возраста здесь, правда, собрались, и ребенки у нас у всех абсолютно разного возраста. У кого-то ребенку 5, у кого-то ребенку 5 месяцев, да, а у кого-то ребенку 55 лет. Поэтому мы тут все абсолютно разные. Важность на вас нападает, вы решили какую-то проблему, и очень важно к этому относитесь, да, то есть вот такая я молодец, то есть тут будет решение какой-то проблемы, которую вы оставляете позади себя. Распушили хвост, вот такая я молодчинка, молодец. Что-то решили, и слава богу. Дальше, вы куда-то заглядываетесь все-таки. Вы куда-то заглядываетесь, и вы не понимаете, какая ваша сейчас следующая основная цель, основная мечта. Но вы хотите ее. Хотите, для вас это очень важно. Здесь вырисовывается мужчина, очень доброе лицо, такой
смелый подбородок, да, вот как такой вот. Здесь этот мужчина в профиль. Он не смотрит на вас, но он смотрит в будущее. Вот такой вот человек появляется у вас. Кстати, не совсем, ну вот буквально скоро. Скоро у каждого тоже свое, поэтому будем внимательны, да, к сказанным словам. Здесь уединение тоже есть. Уединение, но два человека уединяются. Не совсем-то и уединение. Вы вместе, два человека, где-то на каком-то... Где-то далеко. В общем, далеко, скорее всего, от людских глаз. Так, еще я вижу дом, и там проблема. Проблема какая-то в дом. Пытаются войти несчастье. Давайте его отгонять. Это несчастье. В какой-то дом. Это не ваш дом, это какой-то далекий дом. То есть не то место, где вы живете. Туда хочет пробраться несчастье. Давайте его нахрен отгонять. Я так понимаю, что это какие-то вам близкие люди. Что это? Угу. Так, вроде тихо, спокойно, но посмотрите. Там, где тишина и покой, что-то такое болючее, да, происходит. Что это? Ну вот прям тянуть что-то хочет оттуда. Как это избежать? Как это избежать? Нехорошие люди, на дурачков каких-то хотят прорваться. Но там, видите, как защита. Очень неприятные люди, которые могут вредить дому где-то далеко-далеко от вас. Я хочу посмотреть результат. Что это такое, чем закончится и что это происходит. Женщина там. Ей там плохо. Какой-то женщине плохо. Очень плохо. Что с ней будет? Ну, опять же, берете, кто, что это за дом и что это за люди. Это могут быть знакомые ваши, родные, кто это. Что там, что это с ней такое там? Она сейчас будто вспоминает что-то, как детство, что ли. У вас, может быть. Ей плохо. Ей плохо. Она хозяйка этого дома. Да, это ваше прошлое. Вы знаете этого. Женщину-то очень хорошо, конечно же. Кто она вам? Вплоть до того, что это ваша родная какая-то женщина. Я вижу, здесь нужно вам как-то с ней, может быть, что вам нужно делать? Так, давайте так, что вам нужно делать сейчас? Я хочу спросить совет. Что вам советуют сейчас? Важное что-то. Проявить себя как императрица. Что делает женщина, которая может все? Что делает для своего, для чего-то очень дорогого? Да, вы прям чувствуете это. Вы чувствуете, вам это могло... Вы знаете, как в часа в 3 ночи не просыпаетесь? Вот карта такая, девяточка мечей, она ее часто называемая карта середины ночи, 3 часов ночи, да, вот она. Это далеко от вас. Вы должны успокоить кого-то. Вы должны кого-то успокоить там где-то на расстоянии. Вашего внимания жаждет какой-то человек. Ну что, мои дорогие, вот на такой ноте, наверное, закончим. На ближайшее ваше событие, будущее, да, посмотрели. И
Вы все-таки здесь показаны как женщина, которая на отдыхе. Она создала что-то такое, у нее вокруг порядок, у нее вокруг все выстроено, и вы отдыхаете, вы почиваете, вот так можно сказать. В руках держите огроменную рыбу. Что это значит, вы знаете, да? И деньги, и счастье, вот такое чувственное, да, когда вы спокойны, что в ваших руках есть что-то, что вас может прокормить, то, что вас может защитить, какая-то ценность. Поэтому будьте спокойны, радостны, благословенны. Невероятно всех ценю. Благодарю за ваши лайки, за комментарии. Пускай вам, дорогие мои, за то, что вы вкладываете вот в развитие моей работы, в развитие моих каналов всех. В описании к видео есть все ссылочки, кстати. Благодарю вас за то, что вы всегда, ну как, присутствуя на этих видео, да, вот проникаясь этим, и еще и жизнь меняете своей очень сильно. Спасибо вам. Пускай вам Вселенная в разы больше отдает за то, что вы вкладываете сюда. Благодарю, благодарю, благодарю. До новых зустрічей. Па-па.